Беседа по бусидо. Хагакуры, самураи, ногти и эффективные менеджеры. Хагакуры про идеального подчиненного. Делай, что нужно, а не что приказано. Идеальный самурайский японец. Все мы прекрасно знаем, типичный японец готов служить на рабочем месте и способен в течение жизни делать тупую, ненужную работу. И, конечно, никогда не задает вопросов «зачем?». Апофеозом беспрекословного следования указаниям свыше выступают самураи. Это такой своеобразный бренд и символ готовности выполнить любой, даже самый бессмысленный приказ. Правда, про круглое носить, а квадратное катать – это из другой культуры, по карте немного левее и выше. Но мы-то прекрасно знаем, самурай утром встречает с гейшей, потом созерцает сакуру, а далее по распорядку дня у него харакири. И что же по поводу дела, как сказано, говорит нам Ямамото Цунетома в своем классическом самурайском труде Хагакуры. Серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый серпень. Хагакура и ногти. Во времена господина Кацусиги были слуги, которые, будь они низкого или высокого сословия, приступали к выполнению своих обязанностей еще в молодости. Когда Сиба Кидзаэмон служил у него, однажды хозяин остриг себе ногти и передал их слуге со словами «выбрось их». Однако Кидзаэмон, не поднимаясь на ноги, держал их в руке. «В чем дело?» – спросил хозяин. «Одного не хватает», – ответил Кидзаэмон. «Вот он», — сказал господин Кацусиги, протягивая ему ноготь, который он спрятал. Такие разные слуги. Тут важно понимать различия в терминах хозяин, слуга, низкое сословие, высокое сословие. Само по себе слово самурай происходит от глагола служить. То есть в данном случае слуга далеко не то же самое, что в наших краях, где слуга крепостной, по сути раб. С точки зрения нашего хозяина слуга низкий презренный человечишка. Да и на просвещенном Западе, даже после фактической отмены феодализма, отношение к слугам было как к живым инструментам. Посему слуга слуге рознь. Понятно, что у японских феодалов были разные слуги, ведь не самураи готовили еду и делали уборку. Но Юдзан Дадодзи был самураем и писал для самураев. Потому и в случае с низким или высоким сословием речь все равно про самураев. Самураями, служилыми людьми, считали все представители военного сословия, от простого воина до военного лидера даймё. Уточнение. Речь про дворян, то есть самурай это всегда дворянин. Воины Сигару в большинстве своем были крестьянами. Служить богатому князю было столь же престижно, как сейчас быть членом элитного спецподразделения. Причем если сейчас в любой стране принадлежность к спецназу это про гордость и осознание значимости, но никогда не про деньги, ну за некоторым исключением. А вот в случае с самураями это всегда статус, социальный лифт и довольствие, которое зависело от многих факторов. Достатка феодала, личное качество самурая, банального везения. Таким образом, когда мы говорим про слуг в контексте самурайских текстов, речь про людей уровня наших дворян. Конечно, они тоже могли бы быть нищими, как церковные крысы, но все-таки это дворяне, с определенным уровнем менталитета и социальным статусом. Классическая самурайская пословица «Сокол чистит перья, даже если он голоден». Не менее важны понятия хозяина и господина. В древней Японии это военные лидеры и командиры. С одной стороны, у них абсолютная власть над подчиненными им людьми. Если будет необходимо, господин может приказать самураю броситься на меч, и это будет исполнено. Но господин не может одной важной вещи, он не имеет права лишить подчиненных лица. Точнее может, но для него это очень быстро закончится. Вспомним историю про 47 ронинов. Бусидо учит, человека нельзя лишить чести, честь лишает себя он сам. Потому в случае с самураем и его господином важно понимать, действие самурая – это следование ее клятве, сделанной по сознательному выбору. У нас же даже дворяне были абсолютно бесправны относительно вышестоящих. У нас де-факто правом иметь честь достоинства обладал только царь, все остальные могли лишь радоваться милостям государя, вытирать ноги об нижестоящих и присмыкаться перед вышестоящими. На эту тему занятно провентилировать причины, по которым в царской России крупные промышленники, вроде Саввы Морозова, спонсировали революционеров. Также поклонникам хруста французской булки стоит подумать, почему у рабочих крестьян того времени дворяне вызывали такую бешеную ненависть. Идеальный самурай. Вообще необходимо понимать, что реальные книжные самураи не совсем одно и то же. На эту тему есть занятная книга «10 меченосцев» Эйдзи Юсикава. История становления Миямото Мусаси. Его именовали Кэнсеем, божественным мечом, а спустя столетия в его честь назвали один из крупнейших линкоров планеты. А в юности он был натуральным отморозком, который, развлечения ради, убивал и калечил людей.
Наверное, с таким было страшно находиться в одном городе. Также важно понимать, самурайские авторы писали свои истории про идеальных воинов, когда эпоха войн уже закончилась, и у самураев появилось время заниматься чем-то, кроме уничтожения себе подобных. То есть все эти конфуцианские разговоры про следование путей самосовершенствования – это тема мирного времени. К тому же у любых идеальных людей есть один существенный минус – их не существует. Но для нас тема бусидо полезна своей детальной проработанностью и вниманию к мельчайшим деталям. Суши и концентрация на моменте. Особенностью японской культуры является передача образов в лаконичной форме, многое в малом. В частности, мы видим такие проявления в японской живописи или еде. Любимым многими суши еда с минимальной термической обработкой, но подача рыбы в виде суши призвана сохранить для едока истинный вкус. Потому мне, например, японская кухня вообще не заходит. На мой взгляд, она совершенно безвкусная. Я предпочитаю варварское сочетание сладкого, соленого, острого, кислого тайской кухни или жесткую остроту корейской. Опять-таки, корейские и тайские варианты суши в разы вкуснее японских. Занятно, но те же суши пришли в Японию как раз из Таиланда и Кореи. То есть японцы в своем желании добавить в блюдо что-то новое вернулись к истинному вкусу, другими словами, сделали вкусное пресным. Ну да, для японцев характерна созерцательность, умение погружаться в ощущения и находить важный смысл в простых вещах. Вспомним традиционное любование сакурой, медитирование в саду камней и снова суши. А ведь сакура – это всего лишь вишня. Сад камней не более чем разложенные в определенном порядке камни, а суши просто сырая рыба с рисом. Японцы умеют из ничего сделать искусство, а может даже дать повод о чем-то поразмыслить. Наш самурай не так уж и прост. Возвращаемся к самурайским ногтям. В описанной ситуации нам передается достаточно непривычный для нас образ самурая, который не только готов по приказу пойти на смерть. Казалось бы, тебе сказали выбросить мусор, иди и выброси. Простая задача, не нужно размышлять, просто иди и сделай. Но перед нами самурай, думающий не о том, что его господин приказал, но о том, что на самом деле ему нужно. Господин проверил концентрацию своего подчиненного и убедился, что та абсолютно. Ответом на многие вопросы про культуру Азии в целом, не только Японии, будут слова «внешнее смирение при внутреннем высокомерии». Именно такое сочетание – кость и плоть всей азиатской культуры. И да, сие уже знакомое нам проявление концепции инь и ян. И приведен на примере, воин вполне проявляет и то, и другое. Он демонстрирует готовность выполнить любой приказ, но прежде всего он дает понять господину, он понимает его замысел. Таким образом, ментально они равны. Господин и самурай – это не всесильные феодалы-рабы. Самурай добровольно принимает на себя необходимость выполнять приказы господина, потому что это часть клятвы и обязанности его службы, но при этом он думает, как лучше выполнить миссию. Про барина и сено. В нашем фольклоре есть подходящий сегодняшней теме анекдот. Тут рекомендую абстрагироваться от терминов «барин» и «работник». Воспринимайте, как, например, руководитель динамично развивающейся компании и сотрудник. К тому же, де-факто, современные отношения между нанимателем и наемником часто выглядят именно как отношения барина и крепостных. Один работник зашел к барину и говорит: «Барин, почему ты платишь мне всего 5 копеек, а Ивану 5 рублей?» Барин смотрит в окно и говорит: «Вижу я, кто-то едет. Вроде бы сено мимо нас везут. Выйди-ка посмотри». Вышел работник, возвращается и говорит: «Правда, барин, сено. А не знаешь откуда? Может, с Семеновских лугов?» «Не знаю. Сходи и узнай». Пошел работник, входит: «Барин, точно с Семеновских. А не знаешь сена первого или второго укоса?» «Не знаю. Так сходи и узнай». Вышел работник, возвращается снова: «Барин, первого укоса. А не знаешь почем?» «Не знаю. Так сходи и узнай». Сходил, вернулся, говорит: «Барин, по 5 рублей. А дешев не отдают?» «Не знаю». В этот момент входит Иван и говорит: «Барин, мимо везли сено с Семеновских лугов первого укоса. Просили по 5 рублей, сторговались на 3 рубля за воз. Я загнал их во двор, и они там разгружают». Барин обращается к первому работнику и говорит: «Теперь ты понял, почему тебе платят 5 копеек, а Ивану 5 рублей?» Ну, тут можно было бы добавить, что так-то хороший сотрудник мог бы отловить крестьян, когда те еще только ехали косить. Чтобы они знали, что пока скошенная трава превращается в сено, клиент уже есть и возьмет только качественный продукт. Может быть, даже с проверкой на соответствие международных стандартов качества. То есть работал бы на решение вопроса с еще большим опережением. В целом же история показательна. Один делает только то, что сказано, не способен выйти за рамки. Другой, без понуканий, делает нужно так, как считает лучше. Карьера менеджера. Ну, грустная реальность такова, что наши барственные эффективные менеджеры часто приемлют исключительную модель «я начальник, ты дурак». Многие руководители просто органически не способны принять наличие у сотрудника своего мнения на вопрос. И чем меньше начальничек, тем больше в нем или ей барственности. А потом они же возмущаются, что персонал не проявляет инициативу. Ну так это, одно следствие другого. Хотя в компаниях с подобным отношением только холопы и задерживаются.
Очевидно, что в случае с барином и слугами не приходится говорить про ментальную общность. И вот начитается наш эффективный менеджер умных книжечек, может даже японских, пройдет курс личностного роста и попытается внедрить систему управления типа кайдзен. Все как у японских японцев. Одна проблема. По факту получается попытка только натянуть японскую умную сову на глобус «Вы все ничто, а я хозяин». Потому у нас японские системы не работают. Проблема, прежде всего, в менталитете руководителей. Японские системы управления выросли на традиционной культуре, когда уже имеющиеся идеи того же бусидо перенесли на предприятия и офисы. У нас же традиционно берут модель барин-холоп и пытаются переодеть ее в кимоно и ожидают, что все будет как у японцев. И тут в качестве занимательного чтения возьму на себя смелость порекомендовать книгу Лия Коки «Карьера менеджера». Этот человек был президентом достаточно известной компании Ford. Ушел он из-за конфликта с Генри Фордом II, сыном того самого Генри Форда, который сделал автомобиль средством передвижения, но не роскошью. Заметки окажутся крайне полезными для любого управленца, особенно в наши неприходящие интересные времена. А в заключение замечу, Хагакура рисует нам образы идеальных отношений в милитаризованном японском обществе, которым оно по сути остается до сих пор. Просто самураи сменили доспехи на деловые костюмы. На деле же все немного сложнее. Ну, примерно как дворяне из уже нашей истории совсем не были мальчиками-зайчиками. Однако до нас сквозь века доходят идеи, которые, может быть, кого-то заставят задуматься. Хагакура. Ямамото Дзенэмон однажды сказал, что главное для самурая иметь хороших слуг. С военными делами одному не справиться, как бы человек ни старался. Деньги можно одолжить у других, но хорошего человека встретишь нечасто. О слуге нужно постоянно заботиться и проявлять к нему доброту. Когда у тебя есть слуги, плохо, если ты думаешь только о себе. Но если ты с готовностью делишься с низшими сословиями тем, что у тебя есть, ты можешь собрать в себя хороших людей. Отличные слова, которые стоит хотя бы иногда вспоминать нашим эффективным менеджерам.